Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Друзья, сегодня в этом видео поговорим о том, в каких местах в нашем доме ни в коем случае нельзя держать деньги, потому что когда вы их там размещаете, храните, то вы привлекаете энергетически уже к себе безденежье, постоянные денежные проблемы, появляются какие-то непредвиденные траты и так далее, и так далее. Поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца и обязательно сделайте выводы и постарайтесь так больше не делать. Ну а прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео, а в комментарии напишите следующую волшебную фразу: «Моя энергия притягивает финансовый успех, и я благодарна за каждую возможность обогащения. Истинно да будет так». Не забудьте прописать ваше полное имя. Ну а мы с вами, друзья, начинаем. Каждый из нас хочет иметь в своей жизни столько денег, чтобы можно было позволить себе, если не все, то очень многое. Покупать более качественные продукты, ездить на хороший отдых, носить современную одежду, иногда ходить и в любимые заведения, баловать детей и свою семью. И чтобы осуществить это, нужно много работать, но даже при такой установке далеко не всегда получается заработать достаточное количество денег. А иногда бывает и такое, что работаешь, вроде и материальное состояние начало расти, но в один прекрасный момент снова начинает все идти на спад, начинаются денежные потери и вновь появляется проблема с деньгами. Так получается, потому что многие люди не знают, что их финансовое состояние зависит от той денежной энергии, которую они могут привлечь в свою жизнь. А те, которые это знают, не придают данной энергии большого значения и чем допускают также большую ошибку. Денежная энергия – это энергия, которая живет по своим законам. Ее нельзя подчинить, обмануть, притянуть, если она этого не пожелает. Она очень чувствительна и всегда приходит только к тем людям, которые ее заслуживают. Поэтому, если у вас есть проблемы с деньгами, остановитесь и посмотрите первым делом на себя со стороны. Добрый ли вы человек, отзывчивый ли вы человек, стараетесь ли помогать окружающим вас людям. Не жадны ли вы и не завистливы? Если что-то из этого вам присуще, срочно избавьтесь от этого. Иначе вы, к сожалению, не сможете улучшить свое финансовое состояние, не говоря уже о том, чтобы изменить его в лучшую сторону. А даже если вы много знаете про денежную энергию, не стоит останавливаться на тех знаниях, которые есть у вас на данном этапе. Изучайте постоянно что-то новое, учитесь и развивайтесь в нужном для вас направлении. И очень скоро вы увидите, как денежная энергия начнет вас окружать, и сколько благодаря этому вы сможете нового для себя открыть. Важно уметь правильно тратить деньги, отпускать их без сожаления, получая при этом моральное удовольствие и ощущая счастье, так как денежная энергия, она все это будет чувствовать, что с ее присутствием вы начали жить лучше. Тогда также нужно уметь правильно приумножать ту энергию, что есть у вас, откладывать некоторые сбережения, делать это правильно и тем самым показывая денежной энергии, что вы бережете ее. Не нужно забывать и о том, что денежную энергию нужно благодарить за то, что она появилась в вашей жизни. Даже если изначально это будут совсем небольшие суммы. Так вы показываете, что готовы принимать ее в любых количествах. Возможно, изначально она таким образом будет проверять вас, готовы ли вы к ее присутствию в своей жизни. Не испортит ли она вас? Бывает и наоборот, что суммы изначально большие, а со временем уменьшаются, и человек в такой момент начинает злиться, показывая ей, что не готов принимать ее и в маленьких количествах, что так ему не подходит. Из-за таких действий такой человек за некоторый промежуток времени теряет все то, что к нему пришло. Немаловажным является и то, где и как вы храните ваши сбережения, так как это тоже показывает ваше уважение к денежной энергии. Если это делать неправильно, то приумножить данные сбережения у вас не получится.
Не стоит держать ваши деньги в спальне, так как, во-первых, таким действием, если вы принесете купюру в дом, которая напитана негативом, и не проведете вовремя чистку и разместите ее в своей спальне, этим действием вы притянете в нее негатив, который быстро по ней разойдется, и у вас в семье просто-навсего начнутся конфликты, которые день изо дня, пока данная купюра будет в ней находиться, будут усугубляться. И если это затянется, то это может привести не только к сильным размолвкам, но и разрыву отношений. Ну а во-вторых, в спальне вы спите, и денежная энергия, соответственно, будет также спать. А это означает, что она не будет находиться в движении, работая на вас и окружая вас в большом и большом размере, что в результате приведет вас к энергетическому застою и денежным потерям. Поэтому найдите для ваших денег другое место. Но если у вас нет возможности для них найти другое место хранения, значит, их обязательно нужно хранить в деревянной коробочке. Обратите на это особое внимание. Раз в месяц ставьте на подоконник на 8 минут, перед этим пересчитывая их и проговаривая такие слова. Деньги считаю, спать им не разрешаю. В движение энергию запускаю в большом количестве, обратно ее привлекаю. Проделывая вот такое вот простое действие, денежная энергия все время будет находиться у вас в движении, а ваши финансы тем самым будут приумножаться. Также перед тем, как положить новую купюру к вашим сбережениям, чтобы не нарушить негативом, если она ним напитана, энергетика спальни, нужно зажигать любую свечу, далее делать не 3 круга вокруг купюры и проговаривать такие слова. Негатива на купюрах нет. Я его убираю и в свой дом войти не разрешаю. Эти деньги, только денежная энергия, окружает, чем финансы мои оберегает и в нужные моменты приумножает. Проделав это, вы убережете свою энергетику в спальне, сохраните крепкие отношения и очистите купюры от любого негатива, если они еще где-то зацепили. Но ни в коем случае, даже после чистки, нельзя держать деньги под спальным местом, в диване, под матрасом, в шкафу, с постельными принадлежностями. Так вы не только отпугнете денежную энергию, но и притянете к себе сильные проблемы и даже беды, от которых избавиться потом будет очень непросто. Вы потратите на это много сил и времени, поэтому запомните раз и навсегда: спальня – это не то место, где вы можете хранить свои деньги. Также не храните ваши сбережения и в коридоре. Вы знаете, что через входную дверь в дом поступают как положительные, так и отрицательные энергии, которые, осев на ваших деньгах, возможно, приведут к тому, что у вас с ними начнутся проблемы, так как это будет мешать денежной энергии их окружать. Если в дом войдет человек завистливый, нечистосердечный, принеся в дом разрушительный негатив, и он попадет на ваши деньги, то знайте, что таким действием он может с собой унести вашу денежную энергию, а также и удачу, что в результате приведет к безденежью. Поэтому коридор очень неподходящее место, и не стоит даже рисковать. От этого даже нет защитных действий, используя которые можно было хранить деньги в коридоре. Бывает еще и так, что человек, который приходит с улицы, с магазина, с работы, у него в кармане мелочи. И вот он в коридоре кладет эту вот мелочь, купюры, кладет на стол или на тумбочку какую-то именно в коридоре. Вот так тоже делать не стоит. Это очень важно, потому что, еще раз повторимся, что те энергии, которые находятся в коридоре, они не всегда доброжелательны по отношению к деньгам. И это будет приводить к проблемам. Поэтому, как вариант, заведите шкатулку в коридоре, но опять же, эта шкатулка в коридоре не должна быть на видном месте, она должна быть где-то в шкафчике, в тумбочке. И если вот для вас принципиально важно мелочь оставлять где-то в коридоре на время, опять же, на время, не на постоянно, не накапливать, то обязательно именно в шкафчике, именно тогда в коридоре. Но опять же, время от времени нужно доставать, желательно хотя бы раз в неделю, раз в 2, и их брать на те цели, которые вам нужны. Также не стоит держать деньги и близко к полу. Это показывает ваше к ним неуважение, что у вас не нашлось другого места, как только разместить их либо на полу, либо вблизи него.
Также, если какой-то человек или вы, подобрав где-то на улице негатив, принесете домой, то он где осядет? Он осядет на полу, а деньги этот негатив притянут, и из-за него стабильное поступление их в вашу жизнь прекратится. Поэтому ни в коем случае не держите именно там деньги. Также никогда не стоит держать деньги в туалете, в ванной комнате, хотя бы потому, что там происходит у нас слив воды. Вода какая сливается? Негативная, грязная, вонючая. И таким образом вы и смываете деньги из своего дома, из своей жизни. Также не стоит хранить и в том месте, например, если у вас какие-то есть шкафы, где у вас хранятся вещи, сумочки и так далее, потому что там деньги будут спать, ни в коем случае не держите. Также есть люди, которые почему-то любят держать в комоде, например, где-то. Это тоже не стоит делать, потому что вы должны понимать, что деньги любят движение, то есть изначально денежная энергия – это движение, это не энергия, которая стоит. Помните, пожалуйста, об этом. Поэтому деньги всегда держите в специально отведенном для этого месте, так, чтобы они чувствовали и уют, заботу. Что это может быть? Это может быть ваша гостиная, это может быть ваш кабинет, кухня. Это самые подходящие для этого места. Там денежная энергия будет постоянно, свободно циркулировать, и ничего не будет в этом мешать. Перед тем, как проделывать какие-либо действия с деньгами, стоит хорошо обдумывать, все ли вы правильно делаете, не обидели ли вы деньги, потому что и не притянули ли вы к ним какие-то негативные энергии, которые будут мешать их поступлению в вашу жизнь. Если вы в чем-то не уверены, то, пожалуйста, изучите вопрос более досконально, так, чтобы наверняка все сделать правильно и потом не жалеть, не думать, почему же деньги обходят вас стороной или почему они у вас были, в вашей жизни все стало налаживаться и в какой-то момент что-то пошло не так. Вы должны понимать и то, что денежная энергия, она очень чувствительна, поэтому к ней нужно относиться со всей осторожностью и бережностью. Не забывайте вовремя проводить ритуалы, которые будут помогать вам уделять внимание денежной энергии и притягивать ее в большом количестве в вашу жизнь. Ваше финансовое положение зависит только от вас, как вы будете стараться, чтобы заработать деньги, что вы будете делать для того, чтобы их приумножить. Правила и ритуалы вам в этом обязательно помогут. Также раз в 3 месяца обязательно поджигайте лавровый лист. Крупный, темно-зеленый, без дырочек. И окуривайте то место, где хранятся ваши сбережения. При этом проговаривайте такие слова. Место это от негатива очищаю, силой энергетической его наделяю, денежную энергию привлекаю. Ней все здесь заполняю. Это будет мне помогать и сбережения мои приумножать. Это очень простое действие, но оно будет помогать вам притягивать денежную энергию. Также не забывайте раз в месяц утром доставать ваши все сбережения и пересчитывать их. Даже если вы знаете, сколько у вас денег находится в конверте или там, где вы храните деньги. Здесь очень важно их пересчитывать. Для чего? Для того, чтобы запускать денежную энергию в постоянное беспрерывное движение. Используйте, друзья, это все в своей жизни, и вы обязательно будете избегать проблем с деньгами. Также обязательно храните деньги не в полиэтиленовом пакетике, как некоторые делают, а именно в конверте. Конверт желательно, чтобы он был красного и зеленых цветов. Если вы не можете найти и не можете купить, в таком случае сделайте своими руками или, например, покрасьте, например, краской. Возможно, нарисуйте в правом углу на конверте знак бесконечности. Это поможет вам привлекать деньги. Также не забывайте еще раз считать деньги. Это очень важно. Многие игнорируют вот эти вот простые правила. Также никогда не собирайте деньги на черный день. Вне зависимости, сколько вам лет, вы должны понимать, что у вас есть определенные цели. У вас есть определенные задачи, на которые вы накапливаете деньги. Ну, например, на путешествие, на учебу, на покупку какой-то дорогой бытовой техники, вещей и так далее. В этом случае заведите несколько конвертов. И, например, вы знаете, что каждый месяц в каждый конверт вы откладываете
вкладываете определенную сумму денег. И вот этот конверт, в этом конвертике обязательно должен быть листик, где вы будете дописывать. Но еще очень важно, что вы постоянно их считали, вы запускаете денежную энергию. Также хорошо считать деньги не только в первой половине дня, но и в солнечный день. Деньги любят они солнце. Поэтому их считайте. В этот момент представляете, что они у вас накапливаются, что они у вас приумножаются еще больше и больше. И вы будете видеть о том, что действительно в вашей жизни деньги приумножаются и идут к вам в руки. Помните о том, что денежная энергия, она очень чувствительна. Пожалуйста, не обращаем ваше внимание, не путайте, пожалуйста, есть деньги, это банкноты, монеты, чеки, купюры, а есть сама денежная энергия, вот именно как энергия, которую вы запускаете в свою жизнь благодаря своим мыслям, действиям, словам, разговорам. Вот обращайте на это внимание. Это два принципиально важных момента, на которые многие считают, что деньги, монеты, купюры и денежная энергия это одно и то же. Нет, это не тождественно. Обращаем поэтому ваше особое внимание. Друзья, вот такой сегодня важной и ценной информацией мы хотели с вами поделиться. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите следующую волшебную фразу, которая звучит следующим образом. Моя энергия притягивает финансовый успех, и я, ваше полное имя, благодарна за каждую возможность обогащения. Истинно да будет так. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.